Когда в доме пахнет куличами, значит Пасха уже близко. Сегодня делюсь простым и душевным рецептом кулича, который легко приготовить на сухих дрожжах. Печь такой кулич – одно удовольствие. Этот кулич, как из детства, мягкий, ароматный, приготовленный с любовью. Никаких сложностей, только простые шаги и теплая атмосфера ожидания праздника. Берем 2 яйца, добавляем 150 грамм сахара, а также 10 грамм ванильного сахара и венчиком взбиваем до легкой пены. На это уйдет пару минут. Вначале масса желтая, потом становится белая. Добавляем 150 грамм сметаны и 150 миллилитров молока. И снова перемешиваем. Сметана у меня 10%. Добавим цедру лимона, трем на мелкой терке, достаточно будет цедры половины лимона. Слегка перемешиваем и отставляем в сторону. Берем 600 грамм просеянной муки, добавляем 10 грамм сухих дрожжей, 1/3 чайной ложки соли, а также 1/3 чайной ложки куркумы или пол чайной ложки. От этого будет зависеть цвет. Чем больше, тем желтей. Далее берем побольше емкость, в которой будем замешивать тесто. Пересыпаем сухие ингредиенты и добавляем жидкие. Жидкие ингредиенты предварительно нужно еще раз хорошо перемешать. И лопаткой начинаем замешивать тесто. Тесто получается густым, и далее его удобно замешивать будет рукой. Вымешиваем тесто около 5 минут, не менее. Как только тесто начинает сильно липнуть к рукам, смажем руки растительным маслом и вымешиваем еще 5 минут. В общей сложности нужно вымесить тесто 10 минут. После замеса вынимаем тесто из емкости и немного емкость смажем растительным маслом. Возвращаем тесто и накрываем пищевой пленкой, затем полотенцем и оставляем минимум на 1 час в теплом месте. Можно поставить разогретую до 30 градусов духовку. Пока подходит тесто, займемся сухофруктами. Изюм 150 грамм заливаем кипятком и оставляем минимум на час. Спустя час сливаем лишнюю жидкость и оставляем подсыхать. Перед тем, как добавлять изюм в тесто, я его промакиваю еще сухими салфетками, чтобы он был более сухой. Тесто должно увеличиться в 2–2,5 раза. Слегка подминаем руками. Далее нам понадобится 100 грамм сливочного мягкого масла. Одним кусочком смазываем руки. Берем тесто, слегка его подмешиваем и перекладываем на стол. Тесто получается не липнущее к рукам. Выкладываем его на стол и пальцами растягиваем в тонкий пласт. Далее мягкое масло распределяем по тесту. И начинаем вымешивать тесто. Вначале тесто может расслоиться, но это вас не должно испугать. Буквально через пару минут вымешивания оно соединяется и получается очень-очень мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Вымешиваем тесто 10 минут. Вот такое однородное, мягкое, не липнущее к рукам тесто получается. Теперь также выкладываем его на стол и равняем в пласт. Дальше выкладываем сухофрукты. Если вы также любите, как и я, изюм, ну здесь может быть один небольшой сюрприз. Изюм может немножко дать воды в тесто. Если на этом этапе добавить сухие цукаты, никаких проблем не будет. Но если вы любите изюм так как я, то естественно при замешивании вода может попасть в тесто и тесто начнет липнуть к рукам. Ничего страшного, я сейчас расскажу, как из этой ситуации выйти. Первый способ: перед тем как добавить изюм в тесто, добавить 2 столовые ложки муки и перемешать. Второй способ: когда уже замесили тесто и оно липнет к рукам, начинать припылять мукой. У вас на это уйдет буквально 30–50 грамм муки. Много не добавляйте, чтобы не забить тесто. Оно отлично начинает отходить от стола и замешиваться. Припыляем мукой до тех пор, пока оно не перестает липнуть к рукам. Тесто получается мягким, может слегка липнуть к рукам. Это не страшно. Далее припыляем стол мукой и раскатываем такую колбаску. Теперь нарезаем порционно, смотря какие у вас будут формы. И слегка подминаем рукой, припыляем стол мукой и выкладываем. Далее берем формы и смазываем внутри растительным маслом. У меня 2 формы 9 см в диаметре и 2 формы 11 см в диаметре. Аккуратно подминаем тесто, так чтобы не было изюма сверху, и выкладываем формы. Формы заполняем приблизительно на треть, не больше, так как тесто будет еще подходить. Перекладываем формы на противень, накрываем пищевой пленкой, а также сверху полотенцем. И отправляем снова в теплое место плюс-минус на 40 минут.
Они снова увеличились вдвое, теперь выпекаем на нижнем уровне при 170 градусах 40-45 минут. Если верх начинает припекаться, просто сверху накройте фольгой. Готовность проверяем деревянной шпажкой, опускаем ее до конца и при вынимании она должна быть полностью сухая. Делаем глазурь. Один охлажденный белок взбиваем до легкой пены. Добавляем 150 грамм сахарной пудры и начинаем взбивать до нужной нам консистенции. Чем дольше взбиваете, тем гуще глазурь становится. Даем куличам полностью остыть, вынимаем их с бумажных форм и макаем в глазурь. Обильно смазываем глазурью и даем ей застыть. Если вы украшаете присыпками, то украшайте до того момента, как глазурь еще застыла. Я в этом году украсила куличи шоколадными гнездами и яйцами из сахарной пудры. Это украшение для куличей делается легко и выглядит празднично. Как сделать такой нарядный декор для куличей, можно посмотреть в предыдущем видео. А я всех поздравляю с наступающим праздником Светлой Пасхи и желаю вам отличного настроения и всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока-пока.